жарко. Мы здесь, в общем-то, не едем, мы здесь стоим в пробках. Сумки и ценные вещи мы советуем держать себе поближе. Я считаю, что это таких денег не стоит. Стоимость билета на одного человека взрослого. Просто она не давала пройти этому мужчине. Она кричала. Кто любит кошек, это просто ваш рай будет. А мы бы, наверное, больше на этом автобусе не поехали. И мы сейчас идем прямо по трамвайным путям. Если нас задавит, это будет в прямом эфире. Всем привет, это не местные, вы находитесь на нашем канале. Это Аделина, это Константин. Да, и мы сегодня, как вы поняли, а может и не поняли, в одном прекрасном городе. Очутились здесь спонтанно. В каком мы городе? Мы с вами в Стамбуле. Совершенно случайно, совершенно спонтанно. Вот только мы записывали вам видео про аллею героев, которые вы посмотрели. И уже в этот же день мы приняли решение лететь в Стамбул. В этот же день мы уже прилетели в Стамбул. И сегодня вам покажем очень красивые места, улицы, которые, возможно, вы не видели в обзорных видео про Стамбул. Здесь очень красивые. Вот сейчас какая первая у нас локация? Мы с вами сейчас пройдем в район Балат. Не все до сюда доходят. Многие за неимением времени обходят его стороной, отдавая предпочтение самым популярным достопримечательностям. А зря. Давайте мы сейчас вместе с вами пройдем и посмотрим, что это за район. Балат – очень колоритный и исторически значимый район Стамбула. Его история насчитывает несколько столетий. Когда-то это был еврейский квартал, и сегодня здесь можно найти старинные синагоги, сохранившие свою уникальную атмосферу. Однако Балат всегда был мультикультурным местом, где жили представители различных национальностей и религий. Расположен на берегу Золотого Рога, он поражает своей архитектурой. Прогуливаясь по его узким улочкам, можно увидеть дома с яркими фасадами, украшенными балконами и резными дверями, что придает району особое очарование. Мы еще даже половину не прошли этой крутой улицы, а уже запыхались, потому что подъем настолько крутой, что прям чувствуется нагрузка. Хорошее кардио. А еще мы видим с двух сторон домики, казалось бы, типичные для Турции домики, но на самом деле регион Балат, район Балат, он славится тем, что, во-первых, это один из самых старейших районов Стамбула, во-вторых, изначально вообще здесь жили евреи. Было переселение евреев также из Испании. И только после образования еврейского государства Израиля очень много евреев отсюда уехали, но по-прежнему проживает какая-то часть здесь. Здесь все фотографируется, все снимается. Hello. Известные популярные места. Но мы преодолели эту гору. Вот сейчас смотрите, какой наклон. Здесь надо ходить. Вот мы сегодня прошли уже больше 8 километров. И это еще не предел, мы ходим, потому что здесь везде вот эти улочки, куда не свернешь, ты попадешь в какую-то такую уникальную турецкую атмосферу. И, конечно, ходить в Стамбуле – это одно удовольствие. Например, вот если вы посмотрите наши выпуски из Таиланда, вот здесь, да, наверху, Здесь. вот здесь, то вы поймете, что в Таиланде, на Пхукете, именно на острове Пхукет, очень сложно гулять. Там нет, в принципе, пешеходных тротуаров. И там только на байке перемещаться. А вот здесь, в Стамбуле, рай для тех, кто любит гулять и ходить. Но когда гуляете, знаете, что здесь ездят и мотобайки, мотоциклы, и машины везде стоят, да, и вот может вывернуть, например, из-за угла где-нибудь машина, ну, то есть просто поаккуратней. А так они ездят не быстро, я думаю, что пропустят, но гулять, да, можно, здесь такая тишина, изредка кричат бакланы, чайки, кругом кошки, кто любит кошек, это просто ваш рай будет. Они такие ухоженные, такие прям все за ними следят, их кормят. В общем, интересно здесь погулять. Именно атмосферой своей интересен Стамбул. Вот опять куда-то повернули.
здесь такая развилка. Вот туда пойти, наверх, или вот туда вниз. Такая длинная прямая улица. И очень колоритные домики здесь. Абсолютно разные, разных цветов, разных фактур. Но они все невысокие. Это создает ощущение уюта на этих улицах. Вот еще одна улица. В общем, одно удовольствие здесь гулять. Но нужна физическая подготовка. Аделина говорит, что мы пришли на нашу искомую улицу, куда мы шли. Но я не понимаю, в чем прикол здесь. Вообще ничего такого интересного. Давайте я покажу вам. Это улица Керемит. Это та самая популярная улица, где все делают фотографии, снимают видео. То есть это улица с самым большим количеством разноцветных домов. Ну, то есть вот справа и слева они, да, чередуются? Да. Ну, я вижу, да, вот серый, голубой, желтый, красный, вон там вдалеке. Сейчас мы пройдемся, посмотрим. Везде висит белье. Видно, что жилые дома. Ездят машины. По мне, так обычная улица. А по мне, так я такого количества разноцветных домов никогда не видел. Я вот никогда и медведь не видела. Где? А, вон какой-то медведь висит. А что он там висит? Не знаю. Сувенирки здесь продаются. От сглаза. Какие-то платочки. Цен нигде нет, потому что в Турции любят торговаться. Называют первую цену, потом смело можно торговаться в 2 раза меньше. Кто классный? Обычный дом коричневый, но красный ставни. А желтый дом? Много ли вы знаете желтых, голубых домов или домов с красными ставнями? Вот это атмосфера Стамбула. Кто-то кричит, что-то. Люди ходят, машины ездят, байки ездят, кошки бегают. Вот так. Вот видите, как здесь кормят уличных животных. Она прям знала то, что сейчас выйдет он, и ей что-нибудь насыпет. А вот тут, кстати, есть еще и водичка стоит. Так что тебе повезло, да? Меня подкармливают. Просто она не давала пройти этому мужчине. Она кричала, он прошел мимо нее таки, а потом вышел и дал ей корму. Просто целую пачку. Вот, мне кажется, вот то, что нужно знать о Стамбуле и о людях в нем. Люди просто выходят, хранят у себя в подъезде корм для кошек. Да, если каждый человек, который живет, хотя бы там половина людей так вот выносили что-нибудь покушать, то животным гораздо проще было бы. Конечно. И Стамбул, он этим, Здесь да. так и есть, да. И вот это радует. Ты ходишь в Стамбуле, и ты радуешься этому. Как нигде в другом месте, я думаю. Да, и кошки здесь не пуганные, такие спокойные. Абсолютно. Они ощущают себя полноценными прям жителями. Просто они от людей не чувствуют угрозы, потому что люди, как правило, здесь им помогают, наоборот. Что вот, мы решили сегодня взять такую обзорную экскурсию по Стамбулу. Они очень популярные, да? На автобусе таком двухэтажном. Автобус, я думаю, будет интересно. Смотрим. У нас сегодня выпуск про улицы Стамбула, но в том числе вот эта вот большая улица, по которой он ходит. 3 часа туда и обратно занимает весь путь. Параллельно будет рассказывать аудиогид на русском. Погода классная, плюс 28 сегодня, даже жарко. Ну а мы сегодня, для нас вот это вот новый опыт, покатаемся на туристическом двухэтажном автобусе. Давайте посмотрим, как это будет. Стоянка автобусов находится на площади Султан Ахмед. Отправляются они каждые 45 минут. Давайте пройдем и посмотрим, как там. Ой, сейчас он уедет.
Как мы видим, желающих покататься на этом туристическом обзорном автобусе очень много. Вы просто посмотрите, почти... Знаете, зачем мы сели наверху? Здесь на втором этаже кондиционер не работает, только внизу он работает. Жарко очень. Жарко? А мы сейчас будем ехать, и нас будет обдувать, мне кажется, из окон. Горячий воздух 28 градусов обдувает. Ну мы посмотрим, мы же всегда можем пересесть. А еще должен быть аудиогид, это где наушники. А нам не дали? Короче, мы что-то пропустили. Так, мы переживали за аудиогид, но все-таки выдали наушники. Работает эта система следующим образом. Вот на соседних сиденьях установлена вот такая вот панель. Сюда мы втыкаем наушники. Удобно. Давай меняй свои. Apple. Так, выбираем язык. Или как? Система, по которой здесь работает аудиогид, он у нас в наушниках. Мы выбрали русский язык и слушаем всю информацию на русском языке. А как это все происходит? Мы едем, останавливаемся у различных достопримечательностей, и аудиогид рассказывает нам про это место. Кратко, тезисно, понятно. Далее в перерыве между информацией играет такая приглушенная классическая музыка, и мы едем дальше и наблюдаем за всем этим. Мы решили сесть на втором этаже. Здесь нет кондиционера, здесь исключительно вот открытые окна. Ну, на самом деле, когда едешь, обдувает хорошо. Я бы не сказала, что прям жарко. Тебе как не Жарко. Мы здесь, в общем-то, не едем. Мы здесь стоим в пробках. И поэтому не обдувает ничего. Жарко. Зато мы видим все это. Да. Ну вот как будто вот так, а мне нормально. А мы уже приехали обратно, наша экскурсия закончилась, но закончилась она раньше, чем должна была, потому что мы вышли из автобуса немного раньше конечной точки. Что сказать? Наши впечатления, они, естественно, субъективны, они только наши, мы не претендуем на истину, и ни в коем случае это не является руководством к действию. Но мы бы, наверное, больше на этом автобусе не поехали. Ну, вот, откровенно говоря, я считаю, что это таких денег не стоит. Стоимость билета на одного человека взрослого в 1500 лир турецких. По-моему, ну, максимальная цена это 300 лир. Во-первых, без кондиционера ехали сверху. Внизу был кондиционер, но интереснее, конечно, сверху. А там были открыты окна. Вот. И как-то вот то, что нам гид был в ушах, это довольно сухая информация, неинтересная. В Википедии можно это все прочитать, узнать. Ну, в общем, как-то так. Мне было вообще неинтересно. Поездка, как нам сказали, должна занимать 3 часа. 3. То есть туда и обратно, естественно. На самом деле до туда мы доехали минут за 40, а Нет, обратно... побольше. Примерно час. Ну, может быть час с учетом пробок. А обратно как раз, наверное, 2 часа уходит, просто потому что вы стоите в пробке. Моя вам рекомендация самая большая. Смотрите наш канал и наши выпуски из Стамбула. Вот мы вот так вам его показываем. Круче, чем любые автобусы вот, экскурсионные. Но мы должны были это сделать, чтобы показать вам один из способов вообще путешествий и просмотра этого огромнейшего просто города,
с населением больше 17 миллионов человек, да, по-моему? Так вот. Мы еще любим путешествовать сами, то есть погружаясь в объекты, погружаясь прям ходить, не так, что нас так по поверхности ознакомили, нет, мы любим погружаться. И поэтому здесь, наверное, для тех людей, у кого очень ограниченное время, такая обзорка, ну как-то соприкоснуться как-то со Стамбулом, ну, конечно, не без погружений. Мы любим сами походить, потрогать, почитать сами информацию. У нас гораздо больше информации в голове о тех объектах, которые мы проезжали. А здесь все так как-то очень легко. Если вы заметили, я вообще практически не дышу, поэтому все, мы сворачиваемся. Тут очень сильно пахнет везде балык и хмяк. Это такой традиционный сэндвич с рыбой или шаурма с рыбой в Турции. Мы его не пробовали, я не могу даже рядом находиться, поэтому мы сворачиваемся и побежали. Ну да, вот. Ну а Стамбул хорош не только днем, но и вечером. Вечером здесь начинается такая вот кипящая, бурлящая жизнь. И особенно это можно увидеть здесь, на самой главной улице Стамбула, улица Истикляль. Ну, я бы не сказал, что она самая главная, она просто пешеходная и большая. Здесь много людей всегда ходят. Интересная улица, да, много магазинов, много. И самое, что уникальное она тем, что здесь ходит трамвайчик маленький. И мы сейчас идем прямо по трамвайным путям. Если нас задавит, это будет в прямом эфире. Много магазинов, много мест, где покушать можно, перекусить. Много красивых каких-то там соборов, что еще есть, католические церкви. О, да, церковь Святого Антония, католический храм. Давайте зайдем туда, посмотрим, что же там есть. Давайте. Ну а храм Святого Антонио в это время, половину 10-го, оказался закрыт. Поэтому приходите раньше, не цените до позднего вечера. Это обалденно красивый католический храм. Внутри можно послушать не только молитву, но и также орган. Потрясающий орган, который расположен у самого входа, и получается, что вы сидите к нему спиной, как положено во всех именно храмах католических. Поэтому приходите в эту католическую церковь, которая находится на улице Истикляль, и вам точно будет красиво. А еще, гуляя по улице Истикляль, вы точно не сможете пройти мимо и завернете вот этот переулок, потому что здесь, ну, помимо известной всем кофейни, здесь кондитерская Вияна Кахпеси. Я не знаю, произношу я это правильно или нет. Вот здесь, в этом уютном переулке с фонтаном посередине и столами вокруг, расположена та самая кондитерская, где самые популярные десерты Сан-Себастьян. И на самом деле там не только Сан-Себастьян вкусный, там вкусно все. Ценовая политика, не знаю, каждому покажется по-разному. Кому-то дорого, кому-то нормально. Но это то место, которое мы рекомендуем посетить, которое, вернее, мы сами все-таки посещаем, когда приезжаем в Стамбул. Но также хотим сказать, обязательно будьте бдительны и аккуратны, потому что улица эта полна народу,
И все-таки сумки и ценные вещи мы советуем держать себе поближе. Вот. И никому не сталкиваться с какими-то негативными моментами при путешествии в Стамбул. Вот так много желающих покататься на трамвае. Места всем, конечно же, не хватает, но кто-то вот так зайцем, не знаю, как это еще сказать, просто цепляются сзади и проезжают. Но я думаю, это просто забава у местных вот так вот кататься. А это одно из самых любимых наших кафе в Турции – Тавык Дыньясы. Кто понял, как переводится? Вообще это тюркский язык, и я думаю, многим может быть понятен. А почему мы его любим? Потому что в Турции умеют делать курицу. Получается очень хорошо, со специями, с соусами. Именно вот курица с салатом и с пастой. Это вот получается вот так очень вкусно. Это наше самое любимое, наверное, место, ну, из таких простых мест. Да. Очень круто. Ну, и на фоне того, что в других местах не везде нам нравится в Турции, как готовят, то, в принципе, Тавык Дыньясы нас выручало. Еще в прошлом наш приезд, когда мы сюда приезжали, заказывали прям очень часто, и это было круто. Да, там на самом деле приносят огромнейшую порцию, просто в одной тарелке и мясо, и спагетти, и рядом салат. Это кажется просто нереальным вообще съесть, но когда начинаешь, понимаешь, что это по сути обычная порция. И здесь классно именно сочетание белка, клетчатки, овощей и макароны, углеводы. По сути, ты съедаешь, получаешь все то, что тебе нужно. Понятно, макароны, соус такой себе, но в целом такой сбалансированный обед, ужин, неважно, когда вы туда идете. Такую большую тарелку приносят. Ну, кто был в Гагава в России, вот да. Такое же. Скорее всего, Гагава пришла из Стамбула. Мы предполагаем, что да. Так что, если будете, либо, может быть, вы уже были там, в Тавык Дыньясы, Тавада Тавык, у них разные названия, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас, любителей именно этой сети. Очень красивая улица здесь, смотрите, мне очень нравится, когда сидят люди на свежем воздухе. Здесь можно перекусить, здесь никому не мешаешь, сидишь, берешь себе что-нибудь, например, коктейль какой-нибудь, сидишь и просто наслаждаешься атмосферой. Сегодня очень тепло, 26 градусов, но не жарко, хорошо. А мне кажется, здесь на Новый год очень круто. Вот если прямо сейчас уже выглядит как какое-то новогоднее настроение, вот все ездит, все здесь шевелится, то под Новый год это, наверное, здесь просто шедеврально. Как-нибудь, может, попадем сюда, в Стамбул, на Новый год. Несмотря на то, что это все-таки мусульманская страна, большое количество туристов подразумевает все-таки празднование Нового года. Я уверена, что Рождество здесь тоже каким-то образом, да, проводится. Может быть, не так масштабно, но тоже. Вот здесь туда можно идти, прямо и обратно. Сама она непродолжительная, ну, минут за 20, наверное, можно дойти от начала до конца, если быстрым шагом. Ну, а медленно можно гулять и смотреть, что здесь. Ну, очень много, очень шумно здесь, много людей. Наверное, она не для того, чтобы здесь, может, часами гулять, хотя здесь столько магазинов, что кто любит закупаться, что-то выбирать, для них это просто рай здесь будет ходить. Причем магазины, вообще разные абсолютно магазины вы можете здесь найти на любой кошелек, так что очень круто. Устали тут же присесть поесть, попить кофе. Поесть вообще здесь все можно. Да. Десерты. Все создано для того, чтобы вы проводили на этой улице как можно больше времени и часов. Даже запланировали, если 15 минут, вы сами не поймете, как прошло уже там 2-3 часа.